забудьте. Просто забудьте обо всем, что я говорила про Country Humans. Хотя вряд ли вы помните, но ничего, я сейчас освежу вашу память. Вспомните, вот это одно из самых первых разговорных видео на моем канале, посвященное данному фандому. Да, видео вышло ужасным, и я знала, что оно получится ужасным, потому что в конце концов у меня не было набита рука в программе для монтажа, но также я знала, что видео соберет просмотры в любом случае, поэтому оно родилось на свет. И я была удивлена, когда выяснилось, что многие все-таки досмотрели до конца и даже оставляли какие-то осмысленные комментарии, вытерпев все эти паузы. В этом ролике не будет четкой структуры повествования, я просто буду вещать от души, так сказать. Что сподвигло меня сделать это видео, я до конца не уверена, но оно все равно соберет просмотры, поэтому Во-первых, хотелось бы сказать, я в курсе, что маленькие девочки клюют на любое популярное дерьмо, но я все равно не понимаю, откуда столько интереса вокруг откровенно политическо-исторического фэндома. Я имею в виду, конечно же, Country Balls, то есть... Когда-то ведь появился первый арт по Country Humans, вдохновленный вот этими шарами. И вряд ли какая-то девочка-подросток, которая начала всем этим заниматься, ну, допустим, сидела вот и думала, да, с помощью реализации в качестве человеческой личности я смогу обыграть какие-то внешнеполитические ситуации. Ну, камон, блин, не верю я в это, не верю. Но есть и другое дело. А именно неопределенная группа людей, которая считает любые пэринги и шипы абсолютным вселенским злом, которое перекрывает кислород всему хорошему фандоме. Но я лично четко могу обосновать шипы с помощью простой схемы. Ну, с помощью, так сказать, основ шиперства. Основы шиперства. Звучит как предмет. Сейчас буду преподавать основы шиперства, ага. Допустим, есть какие-то описания позиций, которые говорят о том, какие архетипы персонажей зачастую складываются в пэринг, кого люди чаще всего шиперят. И я вас уверяю, любые персонажи, которые будут подходить под описание этих позиций, по ним уже будут пэринги. Их уже будут шиперить, потому что что? Потому что все уже придумано до нас. И тут любой из них все мы сможем объяснить сами себе с точки зрения того, почему именно такие типы персонажей нравится шиперить людям. И даже ебучий Саварейх, или как его там в простонародье сейчас называют, на который все гонят из-за необоснованности и бредовости, можно обосновать, просто подставив эту схему вот сюда вот. С Россией и Америкой сложнее. В фэндоме я встречала только 3 типа людей, одни из которых шиперят русами, а другие ненавидят или гонят за необоснованность. И где же, вы спросите, 3-й тип? А дело в том, что те, кто шиперят, разделяются еще на 2 лагеря. И тут уже ситуация становится гораздо интереснее. Это так поразительно, как часто я вижу тех, кто пишет, как можно было связать этих персонажей воедино. Их абсолютно ничего не связывает. Черт, вы правда считаете, что идея шиперства этих 2 стран абсолютно незаслуженно получила такое огромное, просто широченное распространение? Особенно я обращаюсь к своим соотечественникам. Камон, ребят, очнитесь, вы в России живете. И даже если маленькие девочки-подростки, совершенно ничего не разбирающие в интернациональных отношениях, поддерживают этот шип, это уже не говоря о реальной внешней и внутренней политической ситуации в обоих странах, это что-то да значит. Так вот о чем я говорила. Эти 2 лагеря шиперов делятся крайне интересным образом, таким, что в одном оказываются ватники, ну, они поддерживают этот шип, потому что вы видели большинство комиксов, и вторые — это те, кто реально осознают ситуацию. Лично мне идея воплотить 2 страны в людей и зашиперить их, особенно такие страны, как Россия и Америка, это, блять, просто гениально! Я не знаю, какой черт до этого додумался, но, блин, чел, знай, ты гениален, ты просто гений. Пока что я могу и делаю свои видео, в частности анимации, с заведомой регулярностью и довольно-таки часто. Однако, когда я начинала вариться во всем этом, меня почему-то очень беспокоил вопрос о том, насколько быстро мне все это надоест, насколько быстро фандом перестанет интересовать меня, когда я прекращу общение с людьми, с которыми познакомилась благодаря Country Humans, когда наше общение исчерпает себя и мне станет попросту скучно. Я всего этого не знала и до сих пор не знаю, но тогда это почему-то меня так беспокоило, и, видимо, мне никогда не суждено ответить на эти вопросы, потому что я всегда увлекалась фандомами очень периодично, то есть я начала фанатеть почему-то и могла перестать делать это уже к завтрашнему дню, а могла и через полгода. И дело в том, что ты никогда не предугадаешь, сколько это продлится. Многие из вас, тех, кто смотрел то самое видео, наверняка помнят мою историю появления в данном фандоме. И изначально мой план состоял в том,
чтобы хайпануть, так сказать, на горяченьком, а потом, когда мне просто надоест пилить такой контент, прекратить и тем самым отсеять всех тех, кто любил меня только за арты по Country Humans. То есть изначально я не планировала вообще становиться фэндомным художником, а пилить свой, так сказать, авторский оригинальный контент. Я вам скажу, я действительно пытаюсь это делать, и пока что, думаю, у меня неплохо получается. Этот план постепенно, медленно, но верно приводится мною в действие. Он довольно-таки рабочий. Однако есть теперь только одна проблема, о которой мне стоит беспокоиться. Это смогу ли я с заведомой регулярностью, с такой же частотой и качеством пилить свои ролики и делать контент после ухода из фэндома Country Humans. Дело в том, что на ближайший год у меня складывается довольно-таки неблагоприятная ситуация для такого же активничества в интернет-социальной сфере, так сказать. Я нарисовала первый скетч по Country Humans за 10 дней после моего дня рождения. С тех пор уже прошло практически полгода. Практически полгода. Я не думала, что я продержусь в этом фэндоме и 2 месяца. Вы знаете, это были охренительные полгода. Я наконец-таки овладела рисованием в цифровом варианте. Я начала пилить анимации, охренительно прокачала свой скилл в рисовании. Я в конце концов научилась рисовать мужские тела. Благодаря фэндому Country Humans, вы только вдумайтесь. Я натренировала свою дикцию, придумала кучу схем обмана маленьких девочек, триггернула 1000 людей, открыла для себя новый пласт человеческого общества в лице маленьких девочек, называющих себя нацистами и коммунистами, ага. Эти полгода я определенно не потратила зря. Какой вывод из этого видео? Ну, я до конца не знаю. Думаю, вам стоит придумать его самим.